Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google Sheets в сервис email рассылок MailerLite. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, в MailerLite вы сможете добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. На этом этапе вам необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить строки новые». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Также обязательно предоставляем все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых будут передаваться новые строки. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» вам необходимо указать номер строки Google таблицы, с которой вы хотите начать выгрузку данных. Например, если у вас в таблице находится 1000 строк и вы не хотите передавать все эти строки, в этом поле необходимо указать цифру 999 для того, чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае у меня в таблице находится всего лишь 2 строки, поэтому я укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные в строке, которые указали в настройках. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем MailerLite. Далее необходимо указать действие «Добавить подписчика». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт MailerLite к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет MailerLite. Далее необходимо перейти к настройкам профиля. Переходим в раздел «Интеграция». Находим сервис Developer API и добавляем его. В этом окне вам необходимо скопировать API-ключ и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать в группу, в которую будут добавляться новые подписчики на основании новых строк из Google таблиц. Теперь вы видите поля, которые необходимо заполнить для добавления нового контакта. В эти поля вы можете назначать переменные из Google таблиц. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в MailerLite при каждой новой строке в Google таблице. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в MailerLite». После успешной отправки переходим в MailerLite и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных MailerLite успешно завершена.
Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!